Вот я напротив здания, в котором я проучился. Это Department of Industrial Systems Engineering. И вокруг это так называемый Oval. Здание это называется EB1. Там есть здание, называется EB2, EB3. Здесь у нас просто столовая. Вот. И вот само здание. Поэтому сейчас будет небольшой тур того, что можно найти внутри этого здания. Вот эти колонны, они подсвечены. Как видите, здесь есть такие штуки, чтобы скейтеры не катались. А вообще это все стекло прозрачное. И, кстати, смогу я зайти? Да, могу, потому что рабочий день. Вот. Здесь такой интересный холл. Лаборатория автоматизации, где я в прошлом семестре преподавал. Вот вы видите, есть роботы, в основном PLC, PLK, разные вещи для автоматизации. Вот такой вот огромный экран, который иногда работает, иногда не работает. Вот. С вот этим. По-моему, здесь можно выбирать, но как видим, я нажимаю Make Selection, и что-то ничего не работает. Ну ладно. Вот лекционные залы. То есть это небольшие залы, где человек, наверное, на 40 проходит лекции. Вот то здание, точнее вот то помещение, это где уже, по-моему, на 120 человек находится. Вот монументальная стена и лестница. И у нас там стеклянная крыша. И лаборатория, которая стала моим домом за последние как минимум 3 года. Проводил там все время. Видите, называется Manufacturing Innovation Lab или 2200, по-английски 2200. Вот такие видео. И, кстати, здесь крутят видосики, на котором я есть даже в маске, потому что во время ковида снимали это дело. Контора. Вот Сэм. А вот, кстати, Сэм идет. Вот. И интересно, будут меня показывать. А вот и я. Вот видите, и мой адвайзер. То есть это, по-моему, 21 год, когда это все снимали. Ладно. Заходим. Сейчас мы берем карточку и заходим. Вот. Здесь нас встречает, смотрим, разные по 3D печати вещи сделанные. То есть это металл. Вы можете видеть, напечатаны из металла. Всяческие вот такие вещи, которые тоже сделаны. Даже футбольный мяч сделан из титана. И вот он был напечатан вот так. Вот эта гитара, которая являлась курсовой работой по классу, который я брал по 3D печати. Видите, внутри этого волка находится мотор, и он вращает это колесо. И так куча всяческих разных вещей, какие-то пластиковые, какие-то гибкие. Это титан, это все распечатано на 3D принтер. Некоторые принтеры могут печатать и прозрачные, и непрозрачные вещи. Ну, а это сделано на станках, не 3D печать, это часть работ студентов во время их классов. Вот видите, сейчас идет студентка, она делает 3D сканирование объектов, которые они напечатали. Вот, это 5-координатный станок, вот токарный станок, который практически не используется. И вот 2 3-координатных станка, которые используются студентами для обучения и для разных исследований. Машина для точного измерения, Coordinate Measuring Machine, не знаю, как называется, термопласт автомат, то есть можно делать свои пластиковые детали из литья.
Здесь мы как-то собирали ячейку с роботом, то есть робот загружал детали в этот станок, и он там обрабатывался. Вот робот и мое рабочее место. И здесь я просидел, по-моему, 1,5 года где-то. Вот. Такие у нас UR5, UR10 робот. Это проект, где пытались автоматизировать, и у них вроде как получилось, химчистку, где заказы автоматически собирались. Вот. Сейчас здесь разбирается проект тоже по 3D-печати. Вот. И еще один большой робот, который Томас, мой друг, использовал для своего курсового проекта, чтобы можно было работать с вот этим 5-координатным станком. Вот куча 3D принтеров, которые используют смолы для печати. То есть, если вы видели такие прозрачные, когда печатают с прозрачных вещей, вот эта технология. Дальше у нас есть дальнейшие принтеры, которые, это обычные FDM принтеры, которые вы практически все видели, где это большие принтеры, они довольно-таки дорогие. И сейчас вот эти принтеры, они прям везде используются, так называемые Bamboo Lab. Вот они, самые любимые, я себе такие куплю, когда буду приезжать в дом. Ну и там лаборатория Camel, которую я снимать не буду, потому что там заказы они выполняют, и они могут быть не для разглашения. Лаборатория полимерной 3D-печати, где применяются порошки. Это Эндрю. Yeah, I'm making videos for my blog. Yeah. Вот это порошковая 3D-печать из неона, где делают вот такие вот штучки пластиковые. Вот. Их разнесли специально, чтобы порошок не смешивался со смолами. Вот. Это Swiss Machine, так называемая, то есть, которая делает, вот у нее есть один шпиндель и очень-очень много инструментов. В основном для очень быстрого изготовления маленьких цилиндрических деталей. Вот та Халабуда, все это большое, это Atomizer, где они производят свои собственные порошки для 3D-печати металлом. Ну и лаборатория Camel с задней стороны, видите, есть станок Mazak. Кто знает, это довольно-таки дорогие станки. И вот все, что уходит туда вдаль, это все 3D-печать металлом. Поэтому здесь такая вот стена, firewall, что в случае пожара она закрывается и нет пожара. И вот вы видите, ребята в костюмах, так как это порошковая технология, они не должны вдыхать ничего. Они, когда открывают чемберы, они работают в таких костюмах. Вот. Ну, в общем, вот она, лаборатория, мой дом, где я последние 3,5 года прожил. Говорю прожил, потому что я здесь проводил и выходные, и вечера, и ночи. Буду скучать, потому что это очень крутое пространство для студентов. Опять же, то есть здесь работают студенты PhD, мастеры, даже бакалавры могут работать здесь. Ну а теперь я засниму путь, который я проделывал до зарядки своего автомобиля. Будет на ускоренке, потому что это занимает 5 минут. Ну, поехали. Вот, кстати, интересный момент. Видите, это теплицы. Вот то здание, это у нас Plant Science Building. И там наверху прям супер крутые смарт-теплицы находятся. Оп. Да, водители здесь так... Ух ты, это новый Blazer EV,
которые я хотел бы снять. А это здание компании LexisNexis. Вроде как это supply chain, логистикой занимаются. Я, честно говоря, не в курсе. Но вроде как крутая компания. Вот на кампусе можно арендовать помещение, и, по-моему, там какие-то налоговые плюшки. Но это частично то, как университет зарабатывает деньги. То есть они... Тут, мне кажется, наверное, половина зданий, если не больше, это не университет. Это чисто компании различные. И вот можно увидеть LexisNexis. Вот он. Вот автобусы наши ездят. Университетские. Ну и название вот этой компании вы, скорее всего, многие люди слышали. То есть это Hitachi. Hitachi Energy. Раньше это было ABB Energy. Но Hitachi их выкупили. И теперь они тут находятся. Это, в принципе, последний раз, когда я прохожу здесь как минимум как студент. В дальнейшем, если я здесь буду ходить, это уже будет просто как визитор. Может, профессор когда-нибудь. Но не в ближайшее время. И вот здесь такой лайфхак. Если у вас электромобиль, то вы можете бесплатно парковаться здесь. Видите, стоит Tesla, заряжается. Вот. И там еще 2 зарядки внутри. Соответственно, как минимум еще 4 парковочных места внутри. Вот. Ну и вот мой Вольт стоит здесь. И кто-то рядом с ним пиздит. Вот. Ну вот, мы дошли.